Добрый день, друзья! Не знаю, как вы, а я обожаю печь печенье. Всегда разное, красивое, но в то же время простое и быстрое. В миску вбиваем одно яйцо, высыпаем 100 грамм сахарной пудры. На сахар заменять ее не советую, чтобы печенье оставалось максимально нежным. С помощью миксера взбиваем до посветления массы и увеличения в объеме. По времени это занимает около 3 минут. Теперь в яичную массу отправляем 120 грамм сливочного масла комнатной температуры. И снова взбиваем все компоненты до однородности. Затем добавляем щепотку соли, пол чайной ложки ванилина, 1 чайную ложку разрыхлителя, 120 грамм кукурузного крахмала и 200 грамм просеянной муки. Продолжаем замешивать тесто уже руками. Если у вас нет кукурузного крахмала, в данном рецепте его можно заменить на картофельный. Тесто быстро собирается в единый комок и по текстуре напоминает очень мягкий пластилин. Посмотрите, какое тесто нежное и совсем не прилипает к рукам. Приступаем к формовке печенья. Все тесто делим на 14 частей. Стараемся, чтобы все кусочки были приблизительно одинаковыми, и по размеру их можно сравнить с 2 грецкими орехами. Итак, теперь из каждого кусочка скатываем шарик, слегка его приплющиваем и кладем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Вот такие ровные, одинаковые по размеру шайбочки у нас получились. Также для декора нам понадобится еще какао и кондитерская насадка, либо бутылка с горлышком подходящего размера. Окунаем насадку в какао и формируем вот таким образом грибочки. Чтобы ножки у шампиньонов были отчетливыми, окунаем насадку в какао 3-4 раза. В итоге у нас получаются вот такие красивые шампиньоны. Ставим их выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 18-20 минут. Печенье должно слегка подрумяниться. Мое печенье выпекалось ровно 20 минут. Достаем его из духовки и даем остыть. Посмотрите, какие большие и красивые шампиньоны получились в итоге. Мои дети в полном восторге от этого печенья. Оно получается рассыпчатое, очень ароматное, нежное и безусловно вкусное. Пробуйте, жду от вас обратной связи. Напишите, будете ли вы его готовить и понравился ли вам рецепт. Не забывайте ставить пальчики вверх, мне будет очень приятно. Желаю вам отличного настроения, несмотря на холодную погоду за окном. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».